После закрытия Вивиан карьеры градостроителя жизнь города начала меняться. И из таких вот маленьких одноэтажных домов жители стали переезжать в высокие, большие двухэтажные дома. На крышах они устанавливали коллектор росы, чтобы собирать воду из воздуха, и ветряк, благодаря чему в доме появлялась энергия. И, как вы понимаете, жизнь города начала потихонечку меняться. Друзья, всем привет! Сегодня будет эпизод в непривычном для меня и для вас формате, потому что начну я его в воскресенье и начну в семье Ванессы. В прошлом эпизоде она нам сообщила, что ее парень подарил ей кольцо, и она решила пожениться. Они решили пожениться. При этом она уже была беременна. И вот в воскресенье, когда я обычно играю самостоятельно, я решила зайти к Ванессе, посмотреть, что у нее происходит, и если у них все окей, то поженить эту пару. Парня я вот подселила к девчонкам, но романтических чувств у них не хватает для женитьбы, поэтому я сейчас буду поднимать им романтику и параллельно расскажу свою идею на эту серию. Так как мы в прошлом эпизоде закрыли карьеру, то сейчас для Вивиан самое главное обрести семью и родить детей. У нас есть один постоянный ухажер, это Гарри, но я до сих пор сомневаюсь. Почему? Потому что я вижу, что у них хорошие дружеские отношения. Он даже проявляет к ней там флирт, романтику, знаки внимания, но у Вивиан нет мысли о Гарри. Он ее первый парень, других отношений у нее не было, поэтому мне кажется, что Вивиан может думать, что это любовь, но она не видела ничего другого. А на самом деле они просто очень хорошие друзья, и они свои отношения прикрывают любовью просто потому, что каждому это комфортно и удобно. Да, это неплохо, и может быть даже лучше, чем если бы у них была там страсть какая-то мимолетная, но это вызывает у меня сомнения. Поэтому в этом эпизоде я хочу по максимуму пообщаться и пофлиртовать с другими персонажами, от имени Вивиан, да, и чтобы у нее был какой-то выбор. И да, в этой серии я хочу наконец-то определиться, кто будет нашим мужем, поэтому даю обещание, пока мы не сделаем выбор, я эту серию не закончу. Так, наконец-то у них появилось действие пожениться, все воскресенье пришлось на них потратить. Но теперь все, мы поздравляем ребят, сейчас церемония закончится, и они пойдут ухаживать за детками своими. Ми-ми-ми, такие милашные они. И, кстати, в начале видео я вам показала, что у нас многие семьи перестроили дома. Многие достроили себе второй этаж, поставили тоже ветряки и коллекторы росы. Поэтому город у нас немножко изменился и начинает развиваться благодаря вот Вивиан. Я планировала в понедельник поиграть без вас, но смотрите, что произошло. Нам звонит Аарон, это вот один из новобранцев из прошлого эпизода. Тебе покажется это безумием, я понимаю, что мы друзья, все такое, но... Ладно, не буду тянуть, ты мне нравишься. Даже полегчало. Может, сходим как-нибудь на свидание? Ты мне правда очень нравишься, я хочу больше времени проводить с тобой, что скажешь? Видите? Вот этого я жду от Гарри, хоть какого-то проявления чувств. А тут, пока меня не было в воскресенье, они, видимо, еще пообщались, или это еще с прошлой недели у них такие отношения, и парень вот сразу признается в чувствах. Офигеть, мне такое нравится. Ну только вот что же делать теперь? Если я сейчас нажму на «конечно, давай», они поедут на свидание? Но нам же нельзя. Или это просто обещание, что типа сходим когда-нибудь? Я не хочу отказываться, потому что получится, что типа я его игнорирую, и он нам может больше не позвонить. А если я соглашусь, и они поедут на свидание, то я заработаю пенальти. Блин, выбор. Давайте я соглашусь, потому что он же спрашивает про будущее. Если дословно читать, то они сейчас не должны никуда поехать. Правда? Как здорово! Я рад, что мне хватило смелости тебя спросить. Дай знать, когда тебе будет удобно пойти со мной на свидание. Вау, круто, офигеть. Вы чувствуете?
У нас тут мимо бежит Боб. Если остановится, выйдем поболтать. Нет, он мимо пробежал. И у нас, получается, в прошлом эпизоде подросток Вивиан пригласил на завтрак. У меня, видимо, впечатление от его приглашения, я до сих пор его вспоминаю, это было в прошлом эпизоде. А сегодня вот блондинчик объявился с признанием, и, получается, у Гарри уже 2 конкурента, а он все медлит. Вы чувствуете? Вы чувствуете, что у нас наконец-то хоть что-то начинает появляться, хоть какие-то эмоции, отношения? Блин, я вот этого ждала, я вот этого очень сильно ждала. Кстати, кстати, у Вивиан было 3 выходных теперь, и за все это время не было хорошей погоды для ловли рыбы. Я думала, что мы с пользой проведем эти выходные, но нет, мы просто общались. Опять звонит. Здравствуйте, не хотите сходить на свидание? А он быстр. Молодец. Блин, вот здесь я точно должна отказаться. Но я не могу нажать «нет», потому что как нам понять, какие у нас к нему чувства, если мы не можем пойти с ним на свидание? Но нет. Вы посмотрите, нам еще и Боб звонит и зовет нас на фестиваль. Они все активизировались, кроме Гарри. Мы здесь тоже, конечно же, откажемся. И что получается? Вивиан сейчас интересуются 4 персонажа. Это Гарри, 2 новеньких и подросток. Теперь осталось понять, кем интересуется Вивиан. К нам тут кто-то в гости идет. Пойдемте открывать дверь. Ой, новое действие появилось. Обворожительно представиться. Что это интересно? Давайте посмотрим. Ой, я сразу вот так, да? А вдруг он женат? Да мы даже не узнали еще. Вызвано чувство. Так, все, горшочек, не вари. Все, остановитесь. Мне хватит 4 женихов. Что происходит? Как говорится, бойтесь своих желаний, да? Я хотела выбор. Вот тебе, пожалуйста, 5-й претендент. Я ничего не нажимаю. Что происходит? Так. О, Вивиан что-то не нравится в их разговоре. Или нравится? Так, ждем. Я ничего не делаю. Гарри пришел, а он видел? Вроде бы просто стоит, да? Не видел. Он не видел, что они флиртовали, все нормально. Так, все спокойно, они продолжают общаться. Гарри такой: Вивиан, обрати внимание, я тут, если что, рядом стою. Я, друзья, вообще не нажимаю кнопок, еще ни одного действия им не поставила, кроме вот этого первого обворожительно представиться. А дальше они уже тут сами так хорошо общаются. Или нехорошо. Он почему-то Вивиан не понравился. А он еще и ругаться начал на нее. Может быть, ты тогда пойдешь домой? А так все хорошо начиналось. Все, мы его исключаем из списка женихов, и пора уже со всеми прощаться и идти спать. Вторник. Мы ждем Вивиан с работы. Нам только сегодня принесли счета, поэтому давайте их оплатим. Я, кстати, уже рада, что счета приносят позже. Чем больше мы отдадим, тем мне меньше нужно думать, на что потратить деньги. Поэтому я уже спокойно на это реагирую. Так, Вивиан оплатила счета, поэтому все остальное нам нужно сейчас перечислить в фонд города. Секундочку. Отправляем 3500. Все, пока-пока. Вивиан на коврике, погода солнечная, ловить рыбу мы не можем, поэтому просто наблюдаем за соседями. Мы тут решили немножко погулять по району, вдруг кого-нибудь встретим. А вот там не Гарри бежит за нами? Стой, стой, вон там. Да, это Гарри. А ты не за нами? Ты не хочешь с нами общаться? Мы за Гарри, а он от нас. Так, Вивиан, а ты чего? Ты спать хочешь? Что, прям вот так вот на улице? Бедняжка. Взяла, улеглась на какой-то каменной лавочке на улице.
На этом тогда все, вторник у нас завершается. Быстро этот день прошел. Спокойной ночи, Вивиан, но лучше на кроватку иди. Среда. Ждем Вивиан с работы. О, она получила повышение к зарплате. Ну, опять много денег у нас будет. И давай, иди помой руки, сходим потом с тобой за водой, если никто к нам в гости не придет. Напомню, что мы сейчас ходим на работу в первую очередь, чтобы там покушать. Деньги нам особо сейчас не важны и не нужны. К нам Ванесса пришла. Давайте пообщаемся, спросим, как ее семейная жизнь. Мы этому поспособствовали. И Вивиан расскажет ей, что ее звали на свидание сразу 3 человека, и она не понимает, что ей делать. Ой, а вы видели? Вы видели, как он появился? Ну, мы, конечно, здесь стоим, но заходи. Привет, ты такой потрясающий человек. В знак благодарности за твою доброту и дружбу хочу вручить тебе особый подарок. Хочешь узнать, что это? Ого! Ого, он нам еще и подарок принес. Сим, ты меня удивляешь. Начинаешь удивлять. Особый подарок. Лив. Лив? Что? Что он нам подарил? Подождите. Так, а кто это на нас тут ругается? Ванесса? Ванесса, ты чего? Ванесса, ты чего? Мы же друзья. Ванесса на нас ругается, а новенький нам подарил Лив. Что такое Лив? Ой, извините, я подумала про другое. Я подумала, он нам белье подарил. Так, ладно. Ванесса, ты что ругаешься? Я думаю, нам ее надо отправить домой, потому что она что-то не в настроении. Семейная жизнь меняет людей, поэтому давайте мы с ней попрощаемся. Извинимся перед Аароном, скажем, извини за Ванессу. Сейчас я пока перемещу Лив. Не могу остановиться смеяться. Какой приятный подарок он нам сделал. Вивиан тут узнала, кстати, что он ревнивый. Получается, она ему нравится, и он при этом ревнивый. Эх, интересно с ним будет, интересно. Давайте похвалим его наряд. Он сегодня прекрасно выглядит, кстати. Вызвано чувство. С тобой так интересно, мне очень нравится проводить с тобой время. Надеюсь, и тебе со мной тоже. Ну что, я думаю, после такого нам нужно добавить им романтики, да? Потому что у них как-то все очень быстро двигается. Вернее, этот парень сразу обозначил свою симпатию и никак не сдается. Еще и первый поцелуй? А почему так все быстро? Ну, давайте попробуем с ним первый поцелуй. Я как размышляю, что у Вивиан, да, как я говорила уже, Гарри это первый парень и единственный, плюс она не до конца уверена, что у нее с Гарри, что именно это любовь, да, но, да, она, конечно, от него чувствует заботу, ей с ним комфортно, но у нее никогда не было других отношений, поэтому сейчас, когда вот новенький сразу обрушил на нее столько новых для нее эмоций, она задумалась, а что такое все-таки любовь? Поэтому она его поцеловала. Давайте посмотрим ее реакцию. Смешанные чувства любви и счастья после первого поцелуя. И сразу заняться в уху? Ну, то есть вы понимаете, да? То есть ее, видимо, накрыла какая-то вот эта вот любовь с первого взгляда, страсть, эмоции. У нее тут все сразу. Она и целоваться готова, и на уху готова. Поэтому давайте еще чуть-чуть им флирта добавим и побольше дружеских действий, а то у них тут один флирт, а нам как бы в уху заниматься нельзя, только сразу детей делать по правилам, мы пока не определились. Вот, что я и говорила, зачать ребенка, стать парой. Дружеские действия хочу, дружеские. Думаю, Вивиан сама не понимает, что с ней происходит, почему у нее столько желаний по отношению к этому парню. Ведь с Гарри у нее такого не было.
Поэтому она в какой-то момент испугается и начнет переводить все в дружеское русло. Она начнет говорить про погоду, что давно не ходила на рыбалку. Вот такие действия обычные, спокойные, потому что Вивиан нужно успокоиться. Она же у нас такой больше рационалист, да, и практик, поэтому она не понимает, почему ее мозг отключился и что вообще происходит. Поэтому она сейчас будет обсуждать интересы. Так, а я хочу посмотреть, что у нее по мудлетам. Ну вот, да, как я и говорила, у нее страсть. У нее страсть к этому парню. Она ничего не понимает. Она не понимает своих чувств, своих желаний и побежала прятаться под одеяло. Смешная такая. Давай, давай сначала проводи гостя, а потом пойдем спать. А он нам моет раковину. Он нам моет раковину. Блин. Надо его поблагодарить, сказать спасибо, какой ты молодец. Давайте мы его обнимем, да, за такое. Ну, это очень, я думаю, для Вивиан это прям предел сегодняшних эмоций у нее. Она сейчас взорвется, мне кажется. И если мы его не отправим домой, то у нас будет первый наследник. Потому что у них тут, смотрите, у них одни романтические действия, и они очень быстро продвигаются в своих чувствах. Я думаю, Вивиан не сможет долго устоять перед ним, и так как у нее к нему страсть, то давайте, она не сможет себя сдержать и поцелует его на прощание. Опять? Я не назначала вам второй раз целоваться. Они не хотят расходиться. Вивиан, ты же спать хотела, нет? Он все шутит, а она, смотрите, она все смеется над его шутками. Ты уже на ногах не стоишь. Давайте, прощайтесь. А то он сейчас останется здесь. Ну и, соответственно, если Вулку нам заниматься нельзя, мы будем заниматься другими делами. Все, сейчас мы сходим в туалет и пойдем спать. Блин. Все, он меня слифа рассмешил. Я на его стороне теперь. Вивиан вернулась с работы, принесла еще 3500. Что, ты хочешь спать? Ну да, вчера всю ночь болтала. Давай, иди поспи. У нас тут в багажнике осталась одна деталька, потому что мы с утра раковину чинили. И давайте оставим Вивиан немного поспать. У нас тут опять было извержение вулкана. Вивиан от этого проснулась. И что? Давай садимся за шахматы. Я жду, кто к нам еще придет в гости. Сегодня никто мимо нас не проходил, поэтому Вивиан, как всегда, отправилась на вечернюю прогулку, собрать воду, собрать лук. Зайдем еще заодно груши соберем и пойдем, наверное, домой, потому что на улице уже темнеет. А кто это у нас тут дома? А у нас кто-то дома. Вивиан, ты знаешь его? Покажись. Это вот новое поступление к нам. Это третий из тех, кто прибыл. Он на прошлой неделе ни разу, получается, к нам не заходил, да? Но вот сегодня, видимо, решился, или у него вопросы появились. А как ты зашел в дом? У меня как-то вот вопрос вот этот вот возник. Вивиан же наставник у них, поэтому, я думаю, он пришел просить совета. Поэтому давайте мы с ним поболтаем. Кокетливый? Вот так сразу? Я же ничего не делала. Вы посмотрите. Вы посмотрите на это. Что происходит? Он гурман и романтик. Вот почему. Значит, записала. Смотрите. Еще один хороший парень. И он тоже что-то у себя отметил. Все, они нашли друг друга. Подожди, к тебе пришли в гости, иди поиграй в шахматы с человеком.
Естественно, он ее будет спрашивать о карьере, что ему лучше выбрать, как здесь обстоят дела с отношениями. Он же романтик, как мы узнали, да, и поэтому у него на первом плане будет любовь, отношения, а карьера для него не главная. Поэтому он будет спрашивать Вивиан, какая карьера здесь самая легкая, чтобы я смог ее быстрее завершить и там жениться. И он ее спросит также, что если я не захочу, например, или не смогу завершить карьеру, я смогу построить семью? Вивиан скажет, что да, конечно, ты можешь в любое время жениться, но в этом случае твоя семья не будет участвовать в прохождении миссии, и все ваши достижения не будут засчитаны. Но в любом случае, это твой выбор, ты можешь делать, как ты хочешь. Они еще немного поболтали, потом попрощались, и Вивиан легла спать. Мы ждем Вивиан с работы, и идет дождь. Мне кажется, я первый раз вижу здесь дождь. Он желтый какой-то даже, да? А там Гарри стоит. Гарри, не стой под дождем, он ядовитый. Вивиан вернулась, дождь все не прекращается, поэтому Вивиан поиграет сейчас и пойдет немного поспать. Когда Вивиан проснулась, дождь уже закончился, никто к ней не заходит и не звонит, а у нас получается последние решающие дни, с кем будет Вивиан, но что-то никого из потенциальных женихов не слышно. Видимо, все работают. И я говорила, да, что мы будем смотреть на показатели уровня романтики. И пока у нас двое вот в претендентах, это Гарри и вот новенький блондин. И мне кажется, у них романтика прям одинаковая. Поэтому мы ждем, когда кто-то из них более проявится. Тут у нас Боб болтает с какой-то девчонкой. Она подросток еще, да? Вейлет. Надо записать. Тоже запишу. Мало ли что. Он молодой у нас парень. Все может быть. Смотрите, мне кажется, или она с ним флиртует. Так, владелица Боба. Как вам? Как вам девушка? Как вам будущая невестка? Мы никого не дождались, поэтому сейчас Вивиан помоет руки много раз и пойдет спать. А у меня моя стандартная позиция, наблюдательная. Кто-то бежит. Так, кто-то бежит. На Гарри похож. Да, это Гарри и есть. Пойдем, Вивиан. Что случилось? Что это за разбитое сердце у него такое? Я не буду им сейчас давать действия, посмотрю, как у них будет общение. Он ей шутки пока только рассказывает. А где романтика? Вивиан от него сбегает в туалет, а он хочет попрощаться. А что, ты с нами не останешься? Так, смотрите, идет второй наш. Вот он остановился. Гарри мы сами останавливали, а этот сам остановился. Сейчас посмотрим, как у них будет проходить общение. Давайте я тоже сделаю только первое действие — обнять. А дальше будем смотреть, как у них пойдет. Так, ну, что вы будете делать? Вивиан немножко запуталась у нас, потому что пока Гарри рядом, ей так хорошо, спокойно с ним, поэтому она думает, что она хочет быть с Гарри. Когда приходит вот Аарон, то она уже не вспоминает про Гарри, потому что с ним у нее сносит крышу, ее захватывает страсть, и она не может думать рационально, как она обычно привыкла. Так, мальчик, взрослый, тут общаются, иди домой. Блин, мы его даже отправить не можем, потому что мы с ним не знакомы. Он просто стоит и подслушивает, да? Ой, она Стелла ждет.
А что это сейчас было, вы видели? Вы видели? Там было какое-то романтическое действие. И ты тоже уходишь? Нет, он пошел к ней домой. И Стелла все еще нас ждет, поэтому давайте пригласим ее войти. И я думаю, сейчас Вивиан познакомит Стеллу с Аароном и потом спросит, что она про него думает. Подарок нам дарит? Она нам подарила подарок. А что? Диджей Кенди? Это опять, видимо, какая-то фигурка. Клиффу. А ты куда пошел? Наверх нельзя ходить, мы туда не ходим. Так, фигурку в сундук. Иди обратно к нам. Давайте с ним поговорим. Раз он нам сделал первое романтическое действие, то мы сейчас тоже выберем что-то романтическое. И заодно Стелла посмотрит, потому что Вивиан ей у двери сказала, чтобы она понаблюдала за ним и сказала, как он к ней относится. Потому что Вивиан совсем запуталась. Вон, у нее, видите, сердечки. Давайте пожалуемся на выгорание. А все равно опять сердечки. Аарон сел рядом со Стеллой, и сейчас она будет его спрашивать. А что ты чувствуешь к Вивиан? А как ты понял, что она тебе нравится? Ты знаешь, что она с Гарри вроде как встречается? Парень ответит: я все знаю, но я не могу побороть свои чувства. Вот такие они милаши. Опять стать парой появилась у них. В туалет, срочно, беги. Беги, где ты? Успели? Успели, отлично. А он к нам в туалет идет? Он за нами лужу вытирает. Это невероятно. Не ходите наверх, пожалуйста, там ничего нет. Просто посмотреть хотите? Все, ему пора домой. И Стелла тоже пошла домой. Да, они оба пошли домой. А Вивиан тогда у нас идет спать. И на этом спокойной ночи. Итак, воскресенье. Я отправляю Вивиан собрать воду и лук, потому что у нас осталось очень мало лука. А я в это время буду тратить ее деньги. Вот, смотрите. Я достроила все стены по всему периметру дома. И вот здесь вот наверху лестницу тоже отгородила стеной, иначе получается, что просто дырка в крыше, и если пойдет дождь, то вся вода попадет к нам в дом. Дальше вот здесь на 3-м этаже я отгородила комнату, и я хочу здесь сделать творческую студию. У меня сейчас все музыкальные и вот эти вот творческие инструменты стоят внизу в кладовой, а вы мне посоветовали, на что нужно потратить деньги, поэтому я хочу купить фортепиано и поставить его вот в этой комнате, ну и заодно перенесу сюда все остальное, что нужно для творчества. Так, вот первое пианино, оно плюс досуг и плюс вдохновляющая обстановка, а вот это тоже досуг и просто обстановка. Получается, это хуже по характеристикам, поэтому берем его. Небольшая вставка с монтажа, я не сказала это в моменте записи, и смотрите, я не нашла, является ли синтезатор и фортепиано одной категории товаров. То есть, если это одна категория, то я по правилам должна была купить синтезатор, так как он худший по качеству. Если же это разные категории, то я все сделала правильно, поэтому если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста. Поставлю коричневое. И перенесу в эту комнату все другие инструменты, чтобы они у нас не портились, да, в подвале, не отсырели. И вот здесь тоже второе включение с монтажа. Хочу пояснить, что я перетаскиваю мольберт. Визуально он занимает 2 клеточки, но по факту он считается одноклеточным. Я проверила на сайте Sims Mix.
Если там в поиске забить Мольберт, то там есть переписка на эту тему, и в ответе модератор указывает, что нужно смотреть, сколько именно физически занимает клеточек предмет. То есть вот когда он стоит, он занимает одну клеточку, так же как и стул. Поэтому они считаются одноклеточными, и мы их можем переносить спокойно. Вот клеточка взаимодействия, вторая, которая нужна, чтобы Сим просто подошел к этому предмету, она в этом случае не считается. Это указано вот на сайте Sims Mix в переписке, поэтому здесь я без пенальти. И продолжим дальше строить. Пока у нас есть деньги, добавлю кроватей, поставлю пока только одну, потому что хочу разметить, да, и поставить сразу люльку для ребенка, чтобы у нее было свое место, и она не мешалась нам в проходе где-нибудь. И у нас еще 5000. Поэтому давайте, опять же, по вашему совету, благодарю, добавим комп, выбираем самый худший компьютерный стол, возьму тот, который вот маленький, чтобы потом его можно было переносить, и также выбираем самый худший комп. Деньги все еще остались, не знаю уже на что тратить, поэтому отгорожу комнаты для будущих туалетов. Добавлю окна. Они, правда, всего по 65 симолеонов. Не очень много я потрачу, но все равно. Еще добавлю обои. Я теперь, кстати, могу использовать любые обои, благодаря тому, что Вивиан закрыла карьеру градостроителя. И я сейчас уберу из комнаты эти полочки, они все по одной клеточке, поэтому я могу их переносить по отдельности, но чтобы не делать лишних действий, я их переношу сразу все вместе. И я хочу сюда добавить тумбочки прикроватные. Нам же можно, да? Я вроде посмотрела, вроде можно. Выбираем самого плохого качества. Вот, возьмем вот эти. И я хочу сюда поставить свечи, чтобы было такое не очень яркое освещение здесь. Еще 2500 осталось. Добавлю на них обои вот в эту комнату. И сейчас еще добавим напольное покрытие на крышу. Ограждение лестницы и свет сюда бы добавить. Как вам? Из палки выполнен торшер. Мне кажется, это очень по-апокалипстически. И у нас все равно еще 2000 остается. Все, я не буду больше ничего покупать, потому что не хочу захламлять дом. Самое дорогое я купила, на остальное, я думаю, они сами заработают. Ой, а что, коллектор росы надо чинить? А я хотела закрыть эту комнату, чтобы они сюда не бегали, а тут надо чинить, оказывается. И пока Вивиан чинит коллектор, у нас, оказывается, пролетела уже целая неделя, а мы так и не выбрали мужа. Тогда знаете, что я сделаю? У Вивиан же 2 выходных, а я вам обещала за эту серию, что мы определимся с мужем. Поэтому я сейчас в эти 2 выходных буду ждать Гарри, буду ждать Аарона, прокачаю им романтику по максимуму. И дальше мы уже с вами встретимся во вторник и будем смотреть, кто первый из них позвонит нам и вообще проявит какие-то действия. И пока мы не выберем мужа, я эту серию не закончу, поэтому продолжаем. Я понимаю, что мы теряем драгоценное время, но если в плане работы у нее вот было все четко и все по плану, то вот в плане отношений она у нас совсем неопытная и не может определиться в своих чувствах. Но пока у нее еще есть время, я хочу дать ей шанс выбрать чувствами, а не
разумом. Друзья, это случилось. У меня Вивиан тут ходит, собирает воду, лук, и вот я ее отправила за грушами. За воскресенье я смогла поймать только Гарри. Мы с ним романтику прокачали по максимуму. А сегодня я вот планировала ждать блондинчика, а он нам сам звонит. И он нам делает предложение стать партнерами. Что это значит, кстати? Вот видите, Гарри, он Вивиан не делал таких предложений. Он все ходит вокруг да около, что-то там ей заговаривает зубы, но на серьезные отношения он не решается. И вот я им сейчас прокачивала романтику, и у них она очень медленно идет, очень медленно. То есть мы вроде бы и видим чувства Гарри, но что он хочет, нам непонятно. Поэтому Вивиан и сомневалась, и я тоже не понимала. А тут, видите, парень сразу обозначает свои границы. И я же вам, да, говорила, что я жду, кто первый сделает предложение. Я, правда, конечно, ждала предложения руки и сердца, но мы порадуемся и этому предложению. Я, правда, до сих пор не понимаю, что это значит, но это и не важно. А у нас есть у Вивиан хоть что-то, знаете, какой-нибудь мудлетик или какие-нибудь мысли про мужчин? О, вот, новый партнер. Новые отношения – это счастливые события в жизни любого персонажа. Новые отношения. Значит, стать партнером – это он обозначил, что они в отношениях. Дайте персонажу по имени Вивиан лук и стрелы. Что там дальше? И у Купидона появится серьезный противник. Ха-ха-ха. И давайте мы посмотрим профиль каждого жениха. Гарри, как я и говорила, я им прокачала романтику по максимуму, дружбу у них тоже на максимуме, а вот Аарона я еще за выходные не встречала, но он нам уже сделал предложение. Так, с Аароном Вивиан у нас родственные души, а с Гарри она возлюбленная. Блин, тоже так мило. Давайте еще профили посмотрим. Так, Аарон у нас ревнивый, это мы знаем, уважительный и активный. Он выпускник старшей школы. Так, родственные души. Два персонажа, одно сердце. Лучший друг и партнер. Букеты, конфеты, свидания и, наконец, серьезные отношения. Это мы не просто в отношениях, мы в серьезных отношениях. Так, крепкая связь, счастливые воспоминания. Так, теперь чувство Аарона к Вивиан. Аарон вдохновляется историей персонажа Вивиан, не все могут достичь таких рубежей. О, Вивиан же у Аарона наставник, и она для него получается такой, знаете, предел мечтаний. Тот человек, который сам смог добиться всего в этой жизни. Ему никто не помогал, он все сделал сам. И Аарон смотрит на нее, и она для него такой мотиватор, да, как это правильно сказать. Он начинает верить в себя, что он тоже может всего добиться в этой жизни. И может быть, кстати, именно из этих чувств, из этого восхищения и пошла его любовь к Вивиан. И еще обожание. Аарон считает, что Вивиан заслуживает всего самого лучшего, потому что она такая замечательная. Вы же помните, он за ней лужи вытирал, раковину ей мыл. Ми-ми-ми. Крепкая связь. Они имеют крепкую эмоциональную связь и черпают из нее силы. Так, хорошо, давайте теперь посмотрим на профиль Гарри. Активный. Ой, а у нас Гарри против детей. Чувствует напряжение после попытки зачать ребенка и могут злиться на детей. А почему мы это узнали только сейчас? А как это такая? А зачем? А почему? Вот, видимо, поэтому офицер все время говорил Вивиан, что Гарри это не тот, кто ей нужен. Он, получается, всю нашу династию загубит, он не хочет детей. Вот это поворот. Так, отношения. Они возлюбленные, он лучший друг и сосед. И у них, видите, за столько времени только крепкая связь. И все. И больше ничего нет, чтобы говорило об их любви друг к другу.
То есть, если там Аарон и вдохновлен Вивиан и считает ее милой, то тут за столько времени не появилось ничего? Тогда я думаю, что? Я думаю, мы с Вивиан определились? Или еще чуть-чуть подумаем? Не будем поддаваться порывам страсти? Или все, определились? Так, что у нас в сообщениях? С Аароном теперь партнеры, больше нет урожая. Как нет урожая? Вот груши висят. Иди собери, у нас еды мало. И нам еще принесли счета. Поэтому сейчас мы пойдем их оплатим. Так, я жду Вивиан оплатить счета. Груши мы уберем, а я ей достану лука поесть, потому что от груш у нее почему-то не утоляется голод. Готово, счета мы оплатили. Я сразу списываю деньги, чтобы не забыть. Теперь, наверное, все. Теперь, я думаю, мы завершим этот эпизод или доиграем в понедельник. Ой, смотрите, появилось кокетливое действие поболтать с Аарон. А где он? А откуда он выходит? А что он делал внизу у нас? Как-то все легко стали заходить в наш дом, я что-то не поняла. Он еще и кокетливый. Подожди, сейчас Вивиан быстро сбегает в туалет. Мало ли что может случиться. Ну, давайте тогда еще поиграем. Так, беги в туалет-то, потом поболтайте. Вот он, красавчик, спортсмен. Он, может быть, спортом внизу занимался? У меня же там груша стоит. Или кровать уже проверял? Качается, хочет выглядеть красивым перед Вивиан. Так, давайте флирт. Начнем по чуть-чуть, с маленького. Дайте я еще раз посмотрю на тебя. Гарри в окне. Смотрите, там Гарри ходит. А вы видели, он думал сейчас о блондиночке, а потом в мыслях возникла кровать. Ой, вот об этой он думал. Я думаю, нам стоит жить вместе, что скажете? Ну все, друзья, все. Я ждала именно этого, именно вот этого предложения. Я соглашусь. По правилам, после закрытия карьеры мы можем подселять персонажей, правда, только будущих супругов, поэтому, соответственно, он будет нашим мужем скоро. Да? Даже? Или нет? Ну, в общем, давайте мы на этом закончим серию. Я пока оставлю игру на паузе и еще раз подумаю, правильный ли это выбор, потому что мы его знаем всего сколько? 1 сим-неделю? А, нет, вот уже 2 сим-недели. А Гарри-то мы вроде как знаем уже больше 20 лет. Спасибо вам, спасибо, что сегодня были вместе со мной. Мы с вами заканчиваем в понедельник, а не в воскресенье, как это обычно было у нас. И следующий эпизод мы начнем тогда, я думаю, уже в новом статусе с Вивиан. Все. Наверное, если я сейчас нажму «да». Все, на этом все. Пока-пока. А те, кто смотрит мои видео до последних минуточек, те видят, что я согласилась. Ну, Вивиан, конечно, согласилась, но я за нее все решила. Вот они, наши новобранцы. Мы забираем к себе блондина, денег мы не берем и нажимаем решительное «да». На этом теперь точно все. Пока-пока.